Трендер. Антропологический тип. Наверное, один из самых редких в Восточной Европе из европейских типов и почти не встречающийся среди русского населения, называется трендер. Следует сказать, что само существование этого типа подвергалось сомнению, так как он очень тесно связан с региональным и национальным компонентом и довольно мягко изменяется по удалению от исходных ареалов обитания. Тем не менее, в итоге его признали самостоятельным типом, а не смесью нескольких схожих, так как население, где трендер доминирует, прекрасно передает его признаки по наследству, а не получает потомство более похожее на отцовский или на материнский типы, как было бы при метисации. Итак, кто же такие трендеры? Физически это высокорослые, мощные люди, сочетающие как удлиненные тропические пропорции, так и массивное сложение кроманьонского человека, что и вызвало сомнения в его отдельности, а не как смешение нордоида и, например, палеоевропейца. Этот тип имеет широкую угловатую челюсть, очень четкие и резкие контуры лица и носа, очень высокую голову и удлиненную форму, светлые волосы и кожу, серые и голубые глаза. Половой диморфизм выражен значительно. Мужчины-трендеры производят впечатление энергии и мощи, а вот женщины часто остаются миниатюрными, при этом имея пышную грудь и широкие бедра при тонкой талии. У них более толстая и грубая кожа и сильнее рост волос на теле и лице, чем у нордида. Специфической особенностью трендера является занятная форма головы. Часто на черепе есть небольшой гребень, то есть свод черепа не плоский или круглый, а скорее как крыша дома, где они обитают. Преимущественно и почти исключительно в Скандинавии, особенно в Швеции и Исландии. В Норвегии и Финляндии их уже существенно меньше, но также трендеры встречаются в Дании, Северной Германии, Голландии, сильно реже в Британии и странах Балтии, меньше в Литве, больше в Латвии и Эстонии. Собственно, и название трендер было предложено по шведской провинции Трёндерлаген. Конечно, мировая мобильность сделала свое дело, и трендеров можно встретить не только на севере Европы, как, например, в США, но всегда эти люди будут иметь связи с этим регионом в паре поколений. Кроме того, есть очень похожие типы при смешении, например, нордида и западного балтида, потомство которых может вполне сойти за трендера, как, например, российский баскетболист Андрей Кириленко. А что в трендере от нордида и кроманьонца? Во-первых, тропические пропорции тела, длинные все пропорции лица и морфологии, светлая пигментация – все это нордические черты. Но угловатость, резкость черт лица, большая мощь тела и массивность выдают и кроманьонские черты, как и большая высокоголовость, челюстной угол, как у западных балтидов. Все это привело ученых к гипотезе, что трендер все же смешанный тип, но столь давно, что признаки закрепились в популяции и стали самостоятельным типом, как, например, было у туранидов или эфиопских жителей, также смешанных изначально. В постледниковой Европе потомки кроманьонцев, которые затем станут всеми вариантами балтидов, а также палеоевропейцами, отчасти альпинидами и кавкасионами, встретились с культурой шнуровой керамики, пришедшими с юга, где доминировали нордоидные черты. Смешение произошло уже в Скандинавии, где новый тип и сформировался, став современным трендером. А уже оттуда с экспансией германских племен, а затем викингов, он разошелся по Европе шире. В этом отношении трендер родственен восточному нордиду, с которым имеет общие корни в поздней неолитической Прибалтике и русской равнине. На индивидуальном уровне очень сложно бывает найти грань, где заканчивается нордид и начинается трендер. Могут быть перекосы в сторону большей нордичности или наоборот палеоевропейскости. Аналогично тураниду, дрейфующему от почти чистого монголоида до пигментированного европеоида. В итоге в трендеры попадают лица, имеющие более архаичные черты, чем нордид классический, более грубое строение лица и более массивный скелет, но при этом сохраняющие удлиненное сложение и такое же строение лица. Отличить же трендера от западного балтида порой можно только по черепным пропорциям и по большей массивности у последнего. Пишите, встречали ли вы трендеров в своих странах? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дорогие друзья, критики и те, кто видит мои видео впервые, хочу анонсировать вам перезапуск Boosty и Patreon на моем канале. Не секрет,
что YouTube довольно жесткая система со строгой модерацией, как с точки зрения правил поведения, так и тематики видео. Многие темы являются табуированными, закрытыми, не подлежащими обсуждению, что сильно сковывает тематику. И поэтому на Бусти для россиян и на Патреоне для иностранных зрителей будут свободные видео на те темы, раскрытие которых на YouTube будет невозможным и грозит всевозможными карами. Например, есть ли отличия в интеллекте у разных расовых типов, красивы ли